Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться информацией относительно новинок, которые вышли у компании Neoline буквально вчера, да, сегодня на сайте уже доступна вся информация. Ну и попробуем разобраться, что за новинки вышли, что анонсировала компания, да, и как вообще для потребителей это может быть полезно, и на что обратить внимание при выборе радар-детектора, ну, относительно новинок уж точно. Давайте начнем. Буду рассказывать на самом деле поэтапно. Я заранее уже подготовился и собрал основную информацию с сайта. Вот, соответственно, мы видим, что раньше линейка Neoline составляла из трех моделей радар-детекторов 7700, 7800 и 8800, а также модели гибрида 9700S. Соответственно, новая линейка теперь состоит из 5 моделей, да, то есть сразу можно увидеть, что модель гибрида 9700S разделилась на 9700S Black и 9700S Black Wi-Fi, да, как бы из одной модели стало две. Ну, а остальные модели переименованы, и, соответственно, у них есть ряд отличий, о которых мы, собственно, и будем сейчас говорить, и будем пытаться разобраться. С той информацией, которая доступна на сайте, да, это информация о том, что все новые модели черные, и, соответственно, вообще в первую очередь, вообще, что за черные? И, вы знаете, оказалась достаточно простая информация, она доступна в самом конце сайта. Это того, что на рынке анонсирован новый радар-детектор от Semicon. У него нету названия, да, но у него есть особенность внешнего вида, да, что у него спереди такая черная рамка. Я сейчас найду фотографию с сайта производителя и постараюсь ее приложить. Соответственно, вы можете обратить внимание, что это новейший радар-детектор, да, я вообще о нем достаточно мало могу найти информации, и вот только стали появляться первые видеозаписи из России, из Узбекистана, о том, что есть некий радар, который выглядит как кордон, но при этом не детектируется. Вот, соответственно, изучая сайт производителя Neoline, да, на сайте с новинками, мы уже видим о том, что есть маломощные радары Cordon Pro и Black. Для детектирования модификации Cordon Black производитель заявляет необходимость активировать меню соответствующую настройку. Ну, я так понимаю, да, то есть речь идет о новой сигнатуре, либо о целом комплексе мер для того, чтобы детектировать эти новые радары. И это этап отладки, да, и вот новейшие блэки могут быть детектированы в линейке Neoline, насколько я сейчас могу видеть по описанию на сайте, да, только вот моделями нового поколения. Наличие этой поддержки на старую линейку я заявить не могу, да, то есть это надо все узнавать, если такая аппаратная поддержка и если такие планы у производителя. Однако, ну, точно, что мне известно, да, что блэки это как бы новая тема, она только появляется, и, как правило, могут уйти годы, полгода, год, полтора и даже два, на то, чтобы какое-то серийное решение было распространено на весь рынок. Есть такая тенденция, поэтому здесь не паникуем, обновляем радар-детектор регулярно, как прошивку, так и базу. И, видимо, однажды мы увидим больше информации об этом радаре и у всего рынка. Соответственно, сейчас вот как бы Neoline делает акцент и ставку именно на радар-детектор Cordon Black. И, как мы знаем, да, любое современное решение, да, оно требует периода адаптации. То есть я в свое время такое встречал на Cordon Pro, да, когда первичное детектирование было добавлено достаточно быстро, однако это решение не было очень стабильным, очень четким, да, и давало достаточно большое количество ложных помех. Соответственно, учитывая, что это радар только распространяется, да, наверное, нелогично, чтобы весь рынок страдал и мучился помехами, да, поэтому ранняя ласточка доступна в виде настроек, да, которую можно активировать для того, чтобы детектировать этот Cordon Black. Окей, с этим разобрались. И давайте, наверное, перейдем к более фундаментальным вещам. Да, это вот очень интересный момент, да, на который явно стоит обратить внимание. Возможно, вы его даже не заметили, когда были на сайте, но вот мне это стало известно. Про детектирование других радаров я здесь останавливаться не буду. Да, я вижу, что большой перечень мультирадар CD, Автокон, Лачин. Это все вот основные радары, которые есть в Узбекистане и ряд других. И он, соответственно, ну, достаточно стандартный. Я думаю, что производитель, выпуская новый продукт, оставляет поддержку старых и добавляет что-то новое. Соответственно, ключевым изменением, которое коснулось всей линейки, да, то есть это мы четко видим, что на всех новых устройствах стоит LNA EXD 2.5 с модулем мульта и большим рупором. Что такое вообще LNA, да, для того, чтобы вы могли лучше разобраться? Вот внутри рупора, внутри вот принимающего антенны, там под болтами находится плата, да, эта плата является как бы
радиопринимающей начинкой. И эта начинка раньше у Neoline была построена на двух усилителях сигнала. Называлось это, по-моему, каскад усилителя сигнала. И это давало больше преимущества при детектировании сложных, малошумных радар-детекторов. Два, я так понимаю, обозначало наличие этих двух усилителей, да, сейчас усилителей 3 явно не стало, да, цифра, индекс изменился на 2,5, новое поколение LNA XD 2,5. Значительно усиливает слабые сигналы от всех маломощных радаров для достижения максимальной дальности детектирования, особенно для детектирования в спину. Это общая фраза, на мой взгляд, да, то есть она говорит о том, что усилитель сигнала — это существенное преимущество и очень важно его наличие. Однако, здесь производитель намекает на какие-то еще изменения, да, которые улучшили работу уже зарекомендовавшей себя платформы XD 2.0. Соответственно, здесь сложно сделать какие-то выводы, да, то есть если производитель заявляет, значит, какие-то изменения, наверное, все-таки присутствуют, но это нужно обязательно проверять и детектировать, и смотреть, и разбираться, как оно работает на самом деле. Это все, требует достаточно длительного времени, да, экспериментов, потому что, как правило, не бывает идеального радар-детектора, не бывает идеального, который ловит все. Как правило, где-то что-то усиливая, мы где-то что-то теряем, и есть определенный баланс, и невозможно ловить все и везде одновременно. Есть такая определенная вилка, да, это мы уже за годы тестирования радар-детекторов все это видим. Вот теперь у нас новый этап и новая почва для тестирования. Я также хотел бы отметить, что у меня была возможность кататься с прототипом XD 2.5, тогда он как-то по-другому назывался, по-моему, GS6 или что-то подобное. Вот. И у него внешне не было никаких отличий с моделью 7800S, но внутри стояла какая-то другая LNA-часть. И эти радары я тестировал в октябре прошлого года в Узбекистане. Это был очень вообще прекрасный опыт, да, в ради которого я достаточно много нового почерпнул для себя лично по работе радар-детекторов, работе именно мульты и кордоны. Да, мы делали акцент на этих двух радарах в тот период времени. И мне очень понравилось то, что действительно у новой платформы есть отличия. Да, то есть это точно на тот момент, да, те устройства, которые были у меня в руках, это прототипы, вы точно чувствовали улучшение на мульту. Но при этом это изменение чувствовалось как увеличение вероятности заблаговременного детектирования. Да? То есть, если мы берем 7700S, да, это, наверное, самый обкатанный сейчас прибор в Узбекистане, да, то мы точно знаем, что его детект мульты, он достаточно стабилен. Да? И сравнивая с другими радар-детекторами, тестируя 7700S, вы можете ожидать на высокую повторяемость результатов. То есть он будет, допустим, относительно стабильно ловить мульту в спину за 250, 280, 300, 350 метров. Вот какие-то такие цифры вылетают. И катаясь на тот момент с прототипом, была уникальная ситуация того, что иногда выскакивали значения даже 500 метров. И да, более стабильные значения, кучность, да, более высокая кучность была очень близка к 7700S, но иногда были вероятности заблаговременного детектирования. И здесь мы понимаем, да, что идет очень тонкая борьба. Да, то есть детектирование прямого сигнала, с ним справляется даже устройство без усилителя. А с усилителем задача детектировать именно отраженные, слабые источники сигнала, может быть, даже не всегда идеально точные. Тем не менее, на тот момент времени в прототипе действительно очень заметно было, что иногда ловились очень дальние отраженки. И это очень интересно, это очень, я считаю, интересное изменение, которое я не встречал раньше на других радар-детекторах. Но опять-таки это был прототип. Сейчас у нас есть серийное уже решение. Буду ожидать наличия образцов, которые можно будет взять на тест. Я сейчас нахожусь в Москве, да, поэтому, наверное, ближайшие тесты, которые я смогу сделать, это только на новые кордоны Pro и на скаты, да, то есть то, что находится в рамках незначительного удаления от Москвы. Но тестирование мульты и других радаров в Узбекистане потребует гораздо больше времени, и надо будет следить за новостями других активистов и других хоббистов нашей непростой темы радар-детекторов. Окей, про XD 2.5 я рассказал. Также хочу обратить внимание на такое необычное изменение линзы, да, которая применена в устройствах 7800S Wi-Fi и 7700S. Я, честно, впервые вижу подобные изменения. Да, то есть мы видим, что задняя часть, этот такой клюв, что ли, да,
такой вот элемент сзади, он увеличен. Такое ощущение, что он не просто стал больше, а он вытянулся вперед. Такое ощущение, что в корпусе места, да, не хватило, его почему-то вынесли наружу. Значит, если говорить про преломление света, преобразование, усиление, да, то есть мы все знакомы с линзами, все прекрасно наглядно понимаем, как это работает, да, то вот с преломлением радиосигнала, ну, у меня лично есть вопросы, да, потому что я не эксперт в этой области, вообще, ну, в школе нам такого точно не рассказывали, поэтому, ну, остается только догадывать и ожидать тестов вот этой специальной линзы. Значит, что я бы здесь добавил? Исходя из того опыта, который есть у меня, возможно, он вам будет полезен и наведет вас на какие-то мысли. И вы потом в тестах сможете это либо увидеть, подтвердить, да, либо опровергнуть. Соответственно, специальная линза это, на мой взгляд, возможно, вынос этой линзы или там другое какое-то взаимное размещение компонентов, которое дает какое-то, видимо, усиление сигнала. Подобный эффект был на 8800 модели, точнее, ну, в моем случае у меня была модель 8700 Wi-Fi, и многие обратили внимание, да, что относительно прошлых устройств Rupal стал короче. И это вот такая интересная особенность, да, которую, может быть, никто на рынке не смог как бы однозначно объяснить, да, но вот некоторые блогеры предполагали, что, короче, рупор даст однозначно меньше дальности, но вот, на мой взгляд, да, 8800 достаточно интересный радар-детектор, 8700, да, это вот, ну, как бы братские модели явно. В них была вот эта история с тем, что он иногда ловил радары дальше, чем 5900S. Я не могу сказать, что это результат был очень стабильный. Нет, по-разному, да, то есть полицейские радары такие коварные, что иногда можно проехать в полной тишине, да, вообще без детекта, есть такая история, вот, но 8700 Wi-Fi периодически выкидывал интересные дальности, да, которые я не встречал на других радарах. Возможно, здесь какая-то идет тоже работа с оптимизацией, но это очень сложная история, мы просто видим, что на вот двух моделях добавлена специальная линза, и это интересно. Интересно для того, чтобы тестировать, поэтому поделитесь впечатлениями, если у вас уже есть такой продукт, да, и вы можете сравнить, будет очень здорово узнать, как это работает. Я думаю, что, конечно, первично будут покупать люди, у кого уже есть 7700S, да, и будут как бы сравнивать, мне кажется, это интересная предпосылка. Вот, и давайте пойдем дальше, XD 2.5, линза. Линзы это я не увидел на модели 8800, но вроде бы как ранее там были определенные изменения. Вот, а с моделями гибридов здесь могу лишь предположить, что эта линза отсутствует, да, по той простой причине, что конструктив гибридов другой, да, то есть у него там две платы большие, да, которые одна плата регистратора, другая плата радар-детектора, и есть видеообъектив, да, который, ну, невозможно просто так перекрыть линзой. Ну, впрочем, нужно все тестировать, смотреть, как это все влияет, и вообще, насколько сильно вот это влияние с линзой оно будет на радар-детектора. Почему это важно все будет посмотреть и вообще в итоге сделать выводы, да, какие-то, насколько это полезно, потому что не 100% случаев будет эффективное использование этой линзы, потому что у нее есть своя задача, в первую очередь, по преломлению сигнала. Как правило, это преобразовать горизонтальный сигнал волны, да, рупор же не просто так у нас широкий, горизонтальную волну преобразовать в вертикальную, да, то есть за счет вот этой оптики, как мы уже видим, преломлять радиосигнал. В общем, не знаю, насколько это будет иметь преимущество и на какие радар-детекторы в первую очередь это будет иметь преимущество, да, потому что радар-детектор, который не имеет вертикальной поляризации, да, будет ли это иметь положительный или, может быть, вообще негативный эффект. То есть это секрет, который нам предстоит найти и узнать о том, как это работает. Так, следующий момент, который стоит обратить внимание, это добавление Wi-Fi в модель 9700S. Да, появилась модификация 9700S Wi-Fi. И также появилась модификация 7800S Wi-Fi. Ну, однозначно, да, получается, что самая прокачанная модель в новинке, да, получается модель 7800S Wi-Fi, потому что в ней есть и XD 2.5, и линза, и Wi-Fi, и как бы вообще это вот, ну, самый, получается, новый продукт, да, потому что экран вот этот 7800S Wi-Fi, он отличается от других моделей. Вот визуально кажется он крупнее, там используется какой-то специальный шрифт, и, ну, на мой взгляд, имеет место быть, потому что во время тестов в октябре, которые я проводил с моделью 7800S обычной, там была
ночью особенно заметна приятная яркость экрана. То есть крупный шрифт, по идее, должен создавать достаточно большое яркое пятно, но здесь этого эффекта нету, он не слишком яркий и при этом очень хорошо читается крупный. То есть не слепит, но виден. Это достаточно приятный аспект. И ровно то же самое могу сказать про LED, про дневное время, да, при достаточно ярком солнце экран видно абсолютно нормально. Да, как и другие OLED, его практически невозможно нормально снять на экран, но я вот здесь парочку вставок делаю, чтобы вы смогли разглядеть его получше. Окей. Рассказали про новинки, да, про Wi-Fi. Уточню, что у Neoline есть сейчас две технологии. Одна вот появилась с модели 8700, 8800 Wi-Fi, да, с прошлого поколения, где пользователю доступна возможность раздавать с телефона интернет, да, и радар-детектор подключается как к горячей точке, хотспоту, да, и сам производит свое обновление. Вот, достаточно оригинальная функция. И вот у Neoline в модели DeepScan на российском рынке недавно появилась технология обновления через приложение. Она более классическая, она встречается у других производителей, да, радар-детекторов, регистраторов, гибридов, да, где через приложение пользователь перекидывает как бы файлы из интернета на устройство, и устройство производит дальше обновление. Соответственно, в любом случае это удобно, да, мы все прекрасно понимаем, да, мы все фанаты радар-детекторов, но мы все прекрасно понимаем, что важность обновления базы, она очень высокая, и то, как сейчас добавляются активно базы, заставляет пользователей делать это гораздо-гораздо чаще. Ну, то есть, я считаю, что обновлять раз в месяц это не часто, это, ну, типа, наверное, минимально необходимо, да, если вот вы живете в Узбекистане, и у вас так много сейчас там изменений, такие высокие штрафы, то стоит для того, чтобы обезопаситься, не только купить там самый лучший радар-детектор на рынке, но еще и регулярно обновлять базу. Это однозначно стоит делать. Вот. И я хотел бы дальше вообще рассказать, что я думаю об этом, да, о том, что вышли вот эти новинки, и насколько это еще полезно, или это вообще не стоит обращать на это внимание. Ну, на мой взгляд, в любом случае, развитие линейки это прекрасно, да, то есть мы знаем, что рынок радар-детекторов это не смартфоны, которые каждый год выходят новые, это более спокойный, более поэтапный рынок, в котором достаточно небольшое количество разработчиков пытается немножко улучшить детектирование из поколения в поколение. И мы здесь видим, что все продукты, которые есть сейчас в новом ассортименте, они все уже были представлены в прошлом году, и это является развитием линейки. Да, не совсем понятная история цены, да, то есть она вырастет, останется такой же или уменьшится, да, то есть это мне сейчас информация недоступна на сайте, но, возможно, это минорные изменения, да, и цены останутся очень похожими, хотя, очевидно, какие-то изменения возникнут, да, вот, например, модель 7800S Wi-Fi, в нее добавился и Wi-Fi, это как бы, ну, существенная фича, и, не знаю, вырастет цена или останется такой же, тоже на текущий момент мне неизвестно. Если цены вырастут значительно, да, я бы, возможно, не торопился, да, дождался каких-то результатов, да, по тестированию, посмотреть отзывы пользователей, чтобы сделать там правильные выводы. Если же цена будет такая же, возможно, производитель сам будет подталкивать людей обновляться, да, то есть новые устройства визуально выглядят как оптимизированными, да, то есть они не выглядят как totally new, да, то есть вообще совершенно что-то новое, никогда такого не было, и вот опять, да, то есть это развитие линейки, и это прекрасно, да, потому что именно такими шагами рынок становится лучше, да, появляются новые модели, и мы видим развитие продуктов. И самое главное, это, надеюсь, отразится на качестве детектирования без увеличения помех, да, то есть вот в данном случае мне очень нравилось, да, в линейке Neoline, что за, вот, наверное, с 23 года снова появилось это ощущение баланса дальности детектирования и при этом помехозащищенности, да, то есть это вот сочетание, как бы на самом деле оно противоположное, да, как правило, увеличивая одно, мы теряем другое, оно было достигнуто, и это однозначно плюс. Что будет в новой линейке, неизвестно, но однозначно это повод для тестирования, повод видеть какие-то новые технологии. Возможно, какие-то из этих идей уже скоро начнут перетекать другим производителям. И эта конкуренция, это прекрасно того, что у нас есть выбор, того, что потребитель может подобрать под себя, под разный бюджет устройства. И... Окей, напишите, пожалуйста, в комментариях,
Какие радар-детекторы вы хотели бы в первую очередь сравнить? Какая модель вот наибольше всего вам понравилась в новой линейке? Напишите, что думаете про экран 7800S, да, то есть приложу видеозапись, скажите, как вам он. И также мне было бы интересно, с какими радар-детекторами в первую очередь вы бы хотели сделать сравнение, да, то есть с чем сравнивать. Надеюсь, этот контент был полезный. Я постарался за максимально короткое время дать максимально много информации, которую я своим опытным взглядом увидел на сайте. И, соответственно, вы теперь сможете лучше разобраться в новой линейке. Всем спасибо, будьте на связи, ездите аккуратно. Всего доброго, пока.